Лаки, Лаки, ты уже пришла? Ну тогда сиди на ручках и не мешай. Добрый день, друзья! Сегодня продолжение видео о 3 цветущих орхидеях, пришедших ко мне в посылке из Краснодара. Все контакты этого продавца я оставляю в описании под видео. Обещала показать вам их сразу на следующий день, но потом поняла, что нужно подождать несколько дней для того, чтобы прошло какое-то непродолжительное время и посмотреть, что же случится именно с этими цветущими орхидеями. Потому что стресс, который испытывают цветущие орхидеи при пересылке, он огромный. Прошла неделя. И что осталось от цветочков этих орхидей? Начнем вот с этой. Ну, казалось бы, было написано, что лососевого оттенка. Она сбросила все цветы. Остался только один бутон. Он распустился. Но пока я не вижу этого лососевого оттенка. Распустилась она бледной. И вот именно такие пересылки влияют даже на бутоны. Меньшего размера получился цветок. И пока того яркого, насыщенного цвета у нее нет. Провела обработку этих 3 орхидей. Как всегда, протерла листья зеленым мылом. Но подробно рассказывать не буду. Я настолько часто об этом говорю, что подписчикам и зрителям, наверное, неинтересно слушать постоянно про это зеленое мыло. Есть видео, в которых я подробнейше об этом рассказываю. Постараюсь оставить ссылочку в правом верхнем углу экрана именно на подробный рассказ об обработке листьев. Что еще произошло за неделю? Вот эти корни, даже скорее всего вот эти, они подсохли. Были воздушными, но при пересылке подсохли. Вот эти корни и нужно обрезать до живой ткани. Ну или рядом с живой тканью. Кончик корня сохнет, а здесь остается живой корень. Чтобы не обрабатывать перекисью, мы, не дорезая до живой ткани, обязательно убираем вот такие сухие части корня. Если есть в горшке такие сухие корешки, тоже их обрезаем. Вот такой корень. Сухой веломен, пустой совершенно. А здесь есть кусочек живого корня. Наверняка там есть живой тяж. Пока оставляем. Так же, как и вот этот корень. Только сухую маленькую часть. И немного убрать грунт от шеи. Здесь грунт даже попал в листики, поэтому отодвинем грунт от шеи, чтобы был доступ воздуха к шее. Вот здесь еще нашелся старый фласочный листик. Его тоже убираем. Цветонос пока не подрезаю. Почка не засохла. Посмотрим, может быть, эта орхидея продолжит на цветоносе свое цветение. Но как только почечка подсохнет, вот это, я удаляю цветонос до первой живой почки. Но первая живая почка здесь задействована. Поэтому пусть постоит пока с цветоносом. Удивил Будда. Он единственный, на котором осталось 5 цветов. Сбросил много. И бутоны, и цветы. Видимо, Будда стресс испытал сильнейший. Но так как у него было
более обильное цветение, и цветов осталось больше, и появился от цветов аромат. Аромат появляется только под ярким освещением. И у меня сейчас стоит Будда под лампой, называется лампа «Золотой свет». Он имитирует солнечный свет, поэтому аромат появился. А если у вас такая орхидея стоит на подоконнике и попадают не прямые солнечные лучи, а рассеянный солнечный свет, он через 3 дня начинает ароматить. Аромат потрясающий. Будду поливала 2 раза. Он так активно корнями впитывает сначала влагу, потом, видимо, листьями вытягивает эту влагу из корней. В общем, за 7 дней мне Будду пришлось полить 2 раза, а остальные орхидеи всего по 1 разу. Поливаю я такие орхидеи по краю горшка, вот такой грушей. Это очень удобно делать, потому что вот так по краю горшка очень удобно поливать такие орхидеи. В покупных остаются они в горшках, там есть торфяной стакан, и чтобы не задеть этот торфяной стакан, вот эта груша – это идеальная находка для полива. Но, как я и сказала, Будда – это попытка номер 2. Очень надеюсь на то, что приблизительно за год все-таки садовники адаптировали и сделали более устойчивый этот сорт. Надеюсь, что он у меня выживет. Пока состояние просто идеальное. И корней, и цветов, и листьев. Есть сухие корешки, я их тоже обрезаю до живого. Пусть адаптируется. И последняя орхидея, которая сбросила все цветы, был заявлен как черный медведь. У него такая шикарная корневая система, но на корнях есть зеленый налет. Это водоросли, и в горшке этот зеленый налет виден. Ориентироваться сложнее с поливом, чем с первыми 2 орхидеями, но возможно. Можно выбрать какой-то корень. Вот с этой стороны есть корни, на которых меньше всего водорослей, и ориентироваться с поливом по ним. Но цветоносы, помимо того, что он сбросил бутоны, цветоносы он засушил до черноты. Поэтому держатели я убираю, и такие цветоносы отрезаю полностью. Обрабатывать цветоносы не буду. Срезы не буду обрабатывать. Видите, в них чернота есть. Вот здесь нужно внимательно понаблюдать за вот этими старыми цветоносами. Я думаю, что это никак не отразится на орхидее, но все-таки я ей уделю больше внимания. Буду подходить каждый день и смотреть. Если цветоносы полностью засохнут, я их удалю. Но вообще я считаю, что орхидея в идеальном состоянии. И когда мы заказываем такие цветущие орхидеи, не самое главное цветы в таких заказах. Во-первых, это орхидеи взрослые. И даже если они полностью сбрасывают цветы, то следующие цветоносы появятся значительно быстрее, чем у тех маленьких подростков, которые мы заказываем, потом получаем тоже в посылках, в маховых стаканах, которые нужно доращивать, удобрять. Единственная разница, что здесь, конечно, садовник применяет большое количество каких-то препаратов для роста.
Сейчас им надо дать покой, чтобы они адаптировались, постояли на карантине, потому что всегда возможно даже не заболевание, а карантин мы используем именно для того, чтобы выявить, есть ли какие-то вредители на орхидеях. И если мы за месяц это выявляем, конечно, орхидею мы обязательно пролечиваем именно от вредителей. Ну, хотя бывают разные ситуации. Вот для этого и нужен карантин, чтобы выявить все ситуации, которые могут присутствовать или случиться с нашими орхидеями. Сейчас карантин, потом будем ждать к зиме цветения этих орхидей. Так что не волнуйтесь, когда ваша орхидея, полученная в посылке и должна быть цветущей, очень быстро сбрасывает бутоны и цветы. Такой стресс у орхидей очень сильный. Но они опять зацветут. И очень скоро. До новых встреч, друзья. Увидимся на канале.